Привет, армия. Больше никакой лжи об отношениях. Мир фандома снова в смятении после новостей о том, что Ким Тэ-хён тайно переехал в дом Чингука для совместного эфира. Больше никаких загадок, никаких совпадений. Все знаки начинают указывать на реальность, о которой шепчутся только самые проницательные фанаты. Одинаковое освещение, одинаковый декор комнаты, мелкие детали, такие как фоновые звуки и личные вещи, появляющиеся в кадре, все это кажется слишком правильным, чтобы быть совпадением. То, что когда-то считалось просто теорией фанатов, теперь постепенно обретает форму. Тэ-хён и Чингук больше не прячутся в тени, вместо этого они позволяют своим действиям говорить самим за себя. В них есть что-то, что трудно выразить словами. Ким Тэ-хён и Чон Чингук – два имени, которые, будучи соединенными вместе, становятся больше, чем просто парой айдолов. Они – гармония, рожденная между светом и тенью, между искренним смехом и взглядами, несущими в себе тысячу смыслов. С первого дня, как они оказались на одной сцене, мир словно остановился на мгновение. Между ними было тепло, которое невозможно скрыть. Между ними была связь, не требующая объяснений. Они росли вместе, менялись вместе и становились друг для друга убежищем, когда мир казался слишком шумным. Для некоторых Тэ-хён и Чингук – просто совпадение, два близких товарища по группе, но для тех, кто действительно внимателен, каждый их взгляд, каждая улыбка, каждый шаг рассказывает историю гораздо глубже, чем просто дружба. В последние месяцы становится все более очевидно, что Тэ-хён больше не чувствует необходимости скрывать свою близость или связь с Чингуком, хотя он часто делает это тонко, через действия или посты, понятные только проницательным фанатам, его привязанность к Чингуку остается очевидной. Интересно, что, несмотря на его очевидные действия и слова, некоторые все еще предпочитают сосредотачиваться на преувеличенных интерпретациях или выдуманных слухах, которые отвлекают от истины. Недавний пример – фотография Тэ-хёна в социальных сетях, где он сидит перед своей тарелкой с обедом и своим фирменным огнем. Это простое изображение стало предметом спекуляций. Некоторые пользователи утверждали, что кто-то стоит рядом с ним просто из-за сходства его кожаных курток, которые даже не идентичны. Позже было доказано, что куртка принадлежала сотруднику, который сопровождал Тэ-хёна в тот момент. Однако это не помешало некоторым СМИ и фанатам продолжать распространять ложные теории, пытаясь связать его с кем-то, с кем у него нет никакой реальной связи. Интересно, что те, кто все еще цепляется за такие теории, игнорируют конкретные доказательства, которые ясно демонстрируют близость Тэ-хёна и Чингука. Пока беспочвенные слухи продолжают циркулировать, Тэ-хён остается открытым в том, что он действительно хочет продемонстрировать свою признательность Чингуку и особое место, которое тот занимает в его жизни. Например, в Париже Тэ-хёна постоянно преследовали камеры, фотографы и фанаты, но он не проявлял никакого интереса или взаимодействия с теми, кто, по слухам, был близок с ним. Вместо этого он многократно подтверждал явные признаки своих отношений с Чингуком, либо напрямую упоминая его, либо делясь мелкими деталями, которые намекали на его присутствие. Когда Тэ-хён говорит о Чингуке, он делает это без фильтра и бесстрашно высказывает это всем, кому не все равно. Это простой, но мощный способ показать, что ему не нужно скрывать, кто действительно важен для него. Самое поразительное, что, хотя некоторые люди прилагают огромные усилия, чтобы создать ложные истории из совпадений, он, похоже, не является поклонником Чингука. Тэ-хён продолжает доказывать, что его отношения с Чингуком не нуждаются в слухах для подтверждения. Никакое количество технологий или монтажа не может сравниться с тем, что они разделяют в реальной жизни. Вместе гуляют, вместе проводят прямые трансляции, обмениваются многозначительными взглядами. И то, как Тэ-хён упоминает имя Чингука в важных ситуациях, все это естественные и искренние жесты, отражающие связь, которую невозможно подделать. Пока другие пытаются склеить разрозненные фотографии или сочинить выдуманные истории, Тэ-хён и Чингук продолжают проводить время вместе искренне. Они не делают этого, чтобы что-то доказать, они просто являются частью жизни друг друга. Именно эта естественность делает их отношения такими особенными. В отличие от слухов, их близость не строится на домыслах, а основана на очевидных, неизменных фактах, подтверждаемых временем. Тэ-хён не проявляет никакого интереса к формированию ложных ожиданий или реагированию на слухи, циркулирующие вокруг него. Он предпочитает сохранять спокойствие, публиковать то, что хочет, демонстрировать то, что считает важным, и отводить на второй план сторонние интерпретации.
Ему не нужны длинные объяснения или публичные разъяснения, поскольку его общение с теми, кто действительно за ним следит, гораздо более прямолинейно и честно. В то же время Чингук сохраняет спокойствие, но при этом осмысленное. Порой его действия и слова совпадают с действиями и словами Тэхёна, создавая химию, которую трудно игнорировать. Моменты, которые они разделяют, это не совпадения и не медийные уловки. Это простое выражение связи, которое крепнет со временем, несмотря на постоянное внимание и давление. Понятно, что некоторые предпочитают сенсационную версию, ведь слухи часто действуют мгновенно, но это не меняет реальности. Тэхён никогда не скрывал своей близости с Чингуком. Напротив, он все больше демонстрирует ее своими действиями и словами. Его личность всегда отличалась честностью и постоянством в чувствах, и это очень заметно потому, как он делится ими с публикой. Публикации, ссылки, упоминания и совпадения между ними не случайны, все это знаки, которые, взятые вместе, формируют ясное и связанное повествование. Пока одни люди утопают в беспочвенных домыслах, другие замечают важные детали, которые говорят гораздо громче любых выдуманных слухов. В конце концов, все сводится к одной простой, но неоспоримой вещи – реальности. Тэхёну не нужно ничего объяснять, доказывать или даже отрицать, каждое его действие говорит само за себя. То же самое относится и к Чингуку, по-своему он всегда присутствует в жизни Тэхёна, будь то через небольшие моменты, подразумеваемые слова или присутствие, которые могут понять только те, кто действительно внимательно следит. Их близость – не плод воображения фанатов или интерпретаций СМИ, это отражение давних отношений, связь, которая крепнет за блеском и гламуром сцены и софитов, то, что видно на публике, лишь малая часть гораздо более глубокой и честной истории между ними. И, возможно, именно это делает их такими особенными, они никогда не пытаются притворяться, но при этом всегда ощущают себя настоящими. Среди какофонии слухов, толкований и сенсационности Тэхён и Чингук показывают, что искренность не нуждается в признании, она просто существует, во взгляде, в связи, в тишине взаимопонимания. Потому что, в конце концов, истина определяется не словами, а тем, как два сердца понимают друг друга без объяснений. И среди всего этого шума, который пытается ее заглушить, отношения Тэхёна и Чингука остаются непоколебимыми, настоящими, искренними и, по-своему, вечными. В конце концов, правда всегда находит свой путь. Как бы люди ни пытались скрыть ее оправданиями, теориями или пустыми оправданиями, факты просвечивают. Тэхёну и Чингуку не нужно громкое заявление, им не нужны длинные разъяснения, они просто показывают каждый шаг, каждая улыбка, каждое совпадение, которое больше нельзя назвать совпадением, они составляют одну неоспоримую историю. Теперь мир сталкивается не со слухами, а с неоспоримой реальностью, двумя сердцами, которые решают остаться вместе, которое они больше всего называют домом, за кулисами, между смехом, казалось бы, простыми репортажами, есть честность, которую не могут скрыть даже камеры. И, возможно, это конец, не признание на словах, а признание через реальность. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing.